Привет, мои друзья хорошие, дорогие товарищи мои ненаглядные. Спасибо вам за поддержку во всех видео, за комментарии. Очень рад всему этому, счастлив. Валера, 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 Валера. У меня все хорошо, жизнь налаживается в плане психологическом. Каждый раз, каждый день мне все больше и больше до меня доходит, что как все-таки классно, как легче все-таки так жить. Это все неправильно, я согласен. Знаете, как вчера сказал мне человек, я же говорю, все, хожу такой же, все, не женюсь больше никогда. Человек говорит, да нет, она сама увидишь, кому-то, кем-то увлечешься, влюбишься и не заметишь даже. Человек появится ниоткуда. Говорит, по каждой твари попали. Не зря так Бог создал мужчину и женщину. Поэтому одному быть это не то. Не должен быть человек один. Но я согласен. Но на данный момент у меня такое состояние, я наслаждаюсь свободой, вот этим вот безалаберством каким-то, которое сейчас появились много таких комментаторов тоже. Немного, появились. Вы знаете, как человек негатив, он замечает больше, чем позитив. И там про работу, про все там типа. Это жизнь, да. Так я рассказываю всю правду, как есть. Решил рассказывать историю. Сегодня приехал на СТО, я же думал автомобильную тему. В общем, я понял одно, что, знаете, нельзя никого подвязывать. Люди заняты своим делом, они не всем это все надо, то, что тебе надо, да. Короче, суть какова. Нужно самому, чтобы все зависело от меня. Вот, допустим, нужно сделать то, что я могу, что ни от кого не зависит. Это, допустим, вот рыбалка. Я хотел давно, у меня, видели, и удочки есть, и речка есть, не одна. Но я все ждал кого-то, а люди не могут. Они или не хотят, или чем-то заняты, или не заняты. Там дети, семья и так далее. Даже вот брат был, жены не было, мы с братом все, и то не собирались, и то не смогли ни разу вырваться на рыбалку. С отцом, отец тоже, вроде бы пенсионер, а все время что-то он где-то, как и я на данный момент тоже, вроде бы, как вы знаете, не работаю, ничего, но я занимаюсь все равно какие-то дела. Поэтому решил, думаю, нет, все-таки все сам. И вот пока никаких автодел, думал, нет, думаю, никак. Приехал на СТО, сейчас у них машины, они вроде бы, мы договаривались, вроде и хотят, им же тоже реклама лишняя, но они заняты, им нужно делать машину, а не отвлекаться на вот эти видеосъемки мои, понимаете. Это так заехать, просто показать там, что привет, там раз в месяц посмотреть, показать СТО, что они там ремонтируют, да. Короче, все, знаете, знаете, как есть фотки, ожидаемая реальность, да, мемы такие, да, так и здесь, ожидаемая реальность. Ожидаешь одного, как же так, велосипед шатается, я просто без штатива, вот, кстати, мне нужен штативчик, про который я говорил, сейчас бы тут прицепил бы вот на заборчик, сидел бы и разговаривал. Значит, все, буду пока я тут вам истории рассказывать. Решил пока так, там рыбалка, все, вот сегодня соберусь, может, уже был, но опять же, там не получилось снять. В Инстаграме, подписывайтесь, Инстаграм, я говорил, 1000 подписчиков, взаимная подписка. Там у меня уже 700 с чем-то, так что не забудьте. Про Инстаграм, там вот рыбалку я чуть-чуть выложил. То, что не то здесь, вы можете в Инстаграме видеть ту жизнь другую, которая не попадает на YouTube, иногда в Инстаграм попадает. Потому что не всегда есть желание снимать, иногда камеру забыл, иногда там телефон разряжен, смартфон. Есть, да, два варианта у меня. Можно на смартфон снимать, можно на камеру. Камеру забыл, точнее не взял, смартфон разряжен, и все, и видео не удалось. Рыбалка была, а видео нет. Значит, хочу начинать истории, чтобы вы обо мне все знали. Знаете, постепенно, чтобы вы знали обо мне все, и тогда будет всем хорошо. И мне, и вы будете все про меня, меньше вопросов задавать. Хотя все равно пропускается. Вот сегодня я начну с самого начала. Хотел я, конечно, в село поехать и там это снять. Почему в село? Потому что я родился в селе. Так получилось. Сейчас я расскажу. И вот я решил, может быть, я еще покажу, когда поеду. Просто отец-то не едет, самому мне пока не хочется ехать. Хотя
ключи есть, там дом у нас стоит, ну, не наш, ну, родственников. Наш дом я тоже покажу, где я родился, когда поеду туда. Я съезжу на пару дней, а там будет, ну, посмотрю, как там обстановка. Как я говорил, может быть, и пожить бы там. Ну, туда можно ехать жить на все лето. Там стоит дом пустой, и огород, все там, полол бы что-то, делал бы, и живи не хочу называется. Но село есть село. Когда раньше я ездил в село, там были бабушка, дедушка, там братья какие-то тоже приезжали. Как-то было веселее, ну и детство есть детство, да, а сейчас все взрослые, опять же, все там, мои друзья, все там в полях, ну, работают, особенно летом, да, это зимой там делать нечего, в принципе, ну, меньше работы, не скажу, что нечего, обманываю, конечно, в селе всегда есть что делать. И вот еще с села, что я хотел, я поехать хотел, показать роддом, там, свой, где я родился, свой дом, которого уже нет, там одна уже холмик остался от него, но все равно двор есть. Я родился в селе, вот я хотел название, наверное, назову, что когда родился, собирается все село, накрывают столы, там поляны, как называется. А что поляны, да? Потому что, смотрите, столов не хватает, и люди просто на травке раскладывают, вот так вот, знаете, в ряд. И так садятся на траве, на зелененькой, это я так помню было. И все приносят кушать, выпивать, и все празднуют. Это у меня такое ощущение, такое с детства у меня восприятие. Думаю, у меня день рождения, все село собирается ровно в 10 утра, когда я родился. Охотники, у которых есть ружья, становятся в ряд и дают салют в 10 утра, именно, когда я родился. А с района еще приезжают там на мотоциклах, такие все с колясками, там, с какими-то цветами, там, венками, там не поймешь что там, ну не венками, а какими-то украшенные мотоциклы цветами, там тоже колонна, это мои вот память моего дня рождения в селе. Объясню, все очень просто объясняется. Это 9 мая, 10 утра, они дают салют. Я родился в 10 утра, 9 мая. Родился я-то как в селе. Жили мои родители в Днепропетровске. Жили в общежитии вместе, на разных этажах. И познакомились, на железной дороге работали обои. Мама там где-то диспетчером каким-то, папа, там что, СЦБ это называется, электроника и связь. В общем, это он отвечает за светофоры, вот эти выключения, включения, там стрелки перевод, вот это у них там по пост СЦБ, и они там сидят, пульты там, и вот это за этим всем следит. Если там что со стрелкой случилось, они едут туда, на место, там делают. Ну, он был как бы главный электромеханик назывался, он как бы начальник поста этого. Ну, это уже, наверное, потом он был начальник. А сначала был простым работником, электромехаником, наверное, который вот отвечает за светофоры, за все. Там светофор, допустим, сломался, у них там горит сигнал, вот все время было такое, там ему звонят, и говорят, горит сигнал. Я думал, пожарник у меня папа, что ли. И он едет, и маме же говорит, сигнал горит, ехал. И ночью, 2 ночи, что. Все, они там едут, этот сигнал тушат, чтобы, ну, красный горит, и поезд не может ехать. Такое, это уже потом. И они там едут или на место, или там на работе, там что-то на лавке. Где-то какой-то, короче, такая история. Да, про работу папы. Ну, и мама сидела там в тоже каком-то, типа, будке, там, и знаете, там, не знаю, там, вагоны считала или что. Ну, познакомились они, папа с Харьковской области, мама с Крыма. Ну вот, поженились, и через год, как положено, я рождаюсь. А родиться должен был уже в Днепре, и мама не хотела, а папа должен был ехать, говорит, поехали, поздравим ее. Ну, я не должен был для этого, я там должен был чуть позже родиться по срокам. И мама говорит, я как чувствовала, я так не хотела, говорит, ехать в село на 9 мая. А для отца это святое было. Отец поздравить с 9 мая, для него это было святое, ни разу не пропустили, мне кажется, мы. Ну, нет, обманываю, был я день рождения у меня не только в селе, так пару раз так помню, что я в детстве. И по-взрослому уже, конечно, дома я все время был. А так, в основном, всегда, уже деда не было, я уже не ездил на 9 мая в село. А так, это святое, потому что 9 мая святой праздник. Ну, во-первых, и там реально праздник был. И деда обязательно поздравляю. У меня дед такой, 2 ранения, орден Красной Звезды был. Потом орден Великой Отечественной войны 3-й степени, кажется. Все, больше у него не было орденов. 2 ордена. У него было много их, и есть сейчас они у нас.
целая куча. Но они какие-то, он считал их несерьезными, там, он только 2 одевал. Все остальное, говорил, значки. Ну, какие-то, может, не знаю, какие еще там. В общем, у него был пиджак, ну, жакет, костюм, и у него был орден Красной Звезды и орден Великой Отечественной войны. Все, больше он ничего не носил. Знаете, как у других там все обвешано? Нет, дед никогда ничего про войну не говорил. И, в общем, опять перескочил я, как всегда, да. Мне надо научиться не перескакивать и дикцию вырабатывать. Иногда сам себя слушаю, слышу, что некоторые слова я невнятно говорю как-то так. Там что-то, знаете, так, мямлю, не поймешь, что сам сказал. Сам не могу разобрать, а вы тем более не понимаете, какие. Надо как-то четче говорить. И вот мама не хотела ехать. У нас поезд идет, типа электричка. Тепловоз, паровоз, тепловоз, да, кажется. Потому что там проводов нет, там тепловозы ходили. Такие красного цвета, помню. И вот они едут туда, поздравить деда. Ну и так случается, не знаю, переволновалась или что это она так. 9 мая, ну, схватки там у нее начались раньше, 8-го, и я вот ночью ее повезли в Зачепиловку, Харьковская область. И в Зачепиловке я в роддоме родился. В 10 утра 9 мая. Вот так я получился, что я рожденный в деревне. Никогда там не жил, только летом приезжал к бабушке, а получилось, в паспорте берешь, мне помню, это как-то, ну, а как получается? Я не то, что там, я никогда об этом не задумывался, но когда начали на соревнования мы ездить, и там же каждый раз ты оформляешься, документы предоставляешь там в гостиницах, во всем, там соревнования, ты предоставляешь свидетельство о рождении, и мне старшаки там начали подкалывать, типа, о, ты шо, ну, такое, знаете, как бы мне это было все равно, и сейчас я горжусь, мне приятно, что я в селе родился. Как не все, знаете. А пацаны старшие, ну, есть старшаки всегда подкалывают, знаете, на всем. А, ты что, селянин, колхозник, такое, знаете, городские поймут меня. В селе, кто живет, не поймет. Хотя, может быть, те, кто с села приезжал в город жить, поймут. Потому что многие мне так тоже рассказывали, что приезжали, ну, и такое отношение, знаете, было, которые учиться приезжали. Было такое. Ну, вы можете написать, есть такое, кто с села приехал в город, там пытались разговаривать по-другому, ну. И вот это такое, да, и я потом начал чуть-чуть в этом, у меня такой комплекс появился, я начал немножко стесняться этого, что я в селе родился, типа, думаю, я что там не родился просто как проездом, да, что это меня не так, я же всю жизнь в городе живу, я же даже и вообще в селе там только на лето к бабушке приезжал, и все, я же там не жил никогда, там что долго, да, максимум месяц, это не больше, летом. У одной бабушки. А потом, кстати, да, вот она там побыла, пока я родился, получается, первый месяц-два я родился, и уже в 2 месяца она поехала к своим родителям в Крым, и в 2 месяца я уже купался в Черном море. В общем, вот так вот, почему я к морю тоже, или боясь, я, кстати, моря боялся, боюсь, в общем-то, по-настоящему глубины, я вот когда в маске даже плавал, да и сейчас, когда на глубину заплываешь, боюсь моря. Не знаю, когда меня напугали, может папа напугал там все, потом уже. Ну так, может за то, что тонул несколько раз. Поэтому у меня с морем так, я люблю море очень, безумно, жить без него не могу. Вот сейчас, кстати, этот год без моря, наверное, будет. Ну как-то, хотя сейчас, если не думать о нем, не знаете, море еще как влияет. Когда ты видишь, что кто-то там, и тебя тянет. У нас было раньше еще до Ютуба, так мама ехала все время первая на море в Крым. И оттуда начинала звонить, и все. Это как вообще как какой-то старт-сигнал, знаете. Все, она как подавала, она звонит, ой, как тут, и все. И мы уже все, мысли только все. И мы могли даже на следующий день или в тот же день тоже оказаться уже на море. Прыгали в машину, тут с Днепра, допустим, ехать 5 часов до Черноморского. Это мы в Черноморское ездили. И вот по сути, я не знаю, она поехала сразу оттуда, от родителей отца сразу поехала в Крым. Я даже думаю, может, она и рожать меня, может быть, хотела. Знаете, многие женщины, девушки хотят родить возле матери, чтобы помогала мать там. Все-таки она ж, ей было, хотя она уже была не ребенок, вообще там 24 года, кажется, ей было, когда она меня родила, как бы не рано. Но все равно 24 года, посмотрите сейчас, это дети еще. У меня сыну 27 лет, все равно для меня ребенок. А 24 еще вообще пацанчик бегал. Еще и даже не работал, мне кажется, или работал. На СТО, не помню, работал. Но все равно 24, он мне сейчас пацан, вы же видите, ребенок есть ребенок.
а то 24 года. Поэтому я, может быть, даже, я так не уточнял, кстати, но может быть такой вариант, что я, может быть, даже родиться мог в Крыму. Ну, это какая разница где? Ну, навряд ли, я думаю, навряд ли. Она бы ехала в Крым меня рожать, потому что она бы не тянула, да. Да, это я выдумал, нифига, не родился в Крыму. Ну, в Днепре, в общем-то, в Днепропетровске я родился. А так родился в селе. Вот такая история, интересная, неинтересная. В общем, так по чуть-чуть буду рассказывать, постепенно. Просто можно, конечно, было бы снять, но так как, одно видео вообще история моей жизни. Но я думаю, с таким талантом, как я, умею вот это растягивать, разжевывать, каждую рассусоливать, скажем так, каждую мелочь, то это очень получится долгое кино. Поэтому я лучше буду частями, вот так вот, маленькими роликами рассказывать о своей жизни. Вот про рождение свое рассказал, пойдем дальше, будет детский сад. В общем-то, интересная жизнь каждого человека. Но свою я решил рассказать, своей жизнью я решил поделиться с вами. Ну, вы представьте, да, если вы будете знать про меня все, то я буду вам как ворот, так что-то ездить туда-сюда. Я буду вам как родной, вы мне будете как родные. Круто же, столько родственников иметь по миру. Скажите. Все, спасибо за внимание. Вот такой ролик пишите, имеет право на жизнь такие ролики. Я буду продолжать. Я же говорю, дальше я родился, будем рассказывать, что было дальше со мной в этой жизни. А потом мы дойдем до нынешнего момента с вами, и вы будете следить, как этот человек продолжает жизнь. Все, всем пока. Всем пока. Люблю всех, обожаю. Еще раз всем до свидания. Валера. Валера. Я тоже Валера. Я теж Валера. тоже Валера. Та я ж не Валера. Я ж не Валера. Валера. Офигеть. Валера написал в свое время. Чё? Да не, ничего, я угораю.